Глава 5. Знакомство с гоблинами. Что оставалось делать? Больше вариантов не было. Согласился. Вец указал деревню на карте, пожелав мне удачи. Вскочив на лошадь, отправился на поиски. Гнал лошадь во весь опор, практически не останавливаясь. Усталости не наблюдалось ни у меня, ни у лошади. На третьи сутки добрался до деревни. Кругом была разруха. Частично сожженная деревня лежала в руинах. Видно было, что здесь был бой. Засохшая кровь и следы от оружия было тому доказательство. В деревне не было ни души. Ее разграбили и бросили. Присмотревшись, заметил множество следов, ведущих от деревни к лесу. Мой путь лежал туда. Вошел в лес. Продолжая идти по следам, шел и шел, уходя все дальше вглубь леса. Следы пропали. Спешившись, продолжил идти наугад. Пробираясь сквозь лес, наткнулся на существ примерно 1,5 метра ростом и числом около 7. Это были гоблины. Я их уже видел на экране шара и в книжке про существ. Они сидели возле трупа лошади и разделывали ее. Увидев меня, они заверещали и кинулись на меня. Какие же это верткие твари! Уложил на землю 2 из них. 5 ретировались в разные стороны. Подошел к лошади, вернее тому, что от нее осталось. Она явно была скаковая, точно не вьючная лошадь крестьянина. Пока ее рассматривал, мне в спину ударила стрела. Ударившись об доспех, она застряла в плаще. Резко повернувшись, увидел шевеление в одних из кустов и кинул туда темное копье. Раздался предсмертный вопль. Подошел к этим кустам. Там лежал уже мертвый гоблин, все еще сжимая в своих лапах лук. Вот же подлые твари. Лес стал наполняться звуками. Засвистели стрелы. Некоторые падали возле меня, некоторые ударялись о доспех и щит. Приготовился к бою. Появилась толпа гоблинов. Их было очень много. Они давили меня своей массой. На меня сыпался град ударов, и я отступал, шаг за шагом. Они не пытались меня полностью окружить, оставляя мне проход. Отступал по этому проходу, понимая, что меня куда-то загоняет. Вышел на край леса. Неожиданно мимо меня пролетел огненный шар, и вслед за ним светящаяся полусфера. Огненный шар раскидал 4 гоблинов, оставив в земле воронку. Полусфера попала в одного из них. Он забился в конвульсиях и испустил дух. Затем на гоблинов посыпались стрелы. Почувствовал в теле легкое покалывание. Гоблины с дикими воплями побежали обратно в лес. «Сюда, сюда!» – раздались голоса. Обернувшись, я увидел узкую расщелину в горе. Там стояли люди и махали мне. Бегом побежал к ним. Людей было 9. 2 в мантии с каббалистическими символами. Остальные были кто в кожаных, кто в стальных доспехах. «Вы случайно не помощь, отправленная к жителям деревни?» – спросил я. «Она самая, вернее то, что от нее осталось», – прохрипел воин с седыми усами. «А вы кто такой?» «Ну, меня послал трактирщик пьяного кабана за одним магом. Сказал, что он с вами отправился». «Я понял, о ком речь. Только он уже мертв. Искали его, а скорее всего нашли свою смерть», – прохрипел опять седой воин. «Как и все мы». Воин рассказал, что произошло. Отряд, состоявший из 6 магов и 34 воинов, примчавшись в деревню, увидели следы борьбы, так же как и я. Увидели следы и по ним зашли в лес. Шли до тех пор, пока не нарвались на гоблинов. Бой был жарким. Гоблинов валили десятками, но несмотря на свои потери, они все перли и перли на нас. Это был непростой разбойничий отряд гоблинов. Их было слишком много. Гоблинов не было видно ни конца, ни края. Мы начали уставать и нести потери. Решили, пока нас всех не перебили, отступать, выбраться из леса. Чисто случайно нашли расщелину, ведущую в ущелье в горах. В узком проходе численный перевес гоблинов не имел решающего значения. Матерясь и обливаясь кровью, гоблины отступили. На следующий день с утра попытались выбраться из ущелья. Гоблины ждали нас. Опять загорелся бой, который длился до обеда. Нам не удалось вырваться из окружения. Отступили опять к ущелью.
Гоблины не рискнули драться в узком проходе и тоже отступили. И вот уже 4-е сутки тут как мыши в мышеловке сидим, сказал Седоусый. От отряда осталось 9, включая меня. Мы надумывали опять попробовать пробиться. Сколько тут уже сидим? Подумали, может, гоблины уже сами ушли. Они тихо себя вели, пока не услышали, когда ты с ними сцепился. «А что, они не нападают сами?» – спросил я. «Скорее всего, подкрепления ждут. У них тоже много убитых, и чтобы минимизировать свои потери. Позиция эта тут у нас удобная. Кстати, нас в городе не спохватились еще», – поинтересовался воин. Я отрицательно покачал головой. «Ну, значит, будем ждать гоблинского подкрепления. Тогда нам и конец», – горестно подвел итог седоусый воин. «Значит, все же надо попробовать пробиваться, пока еще гоблины не подошли». «Да», – согласился воин. «Завтра попробуем. Мы надеялись продержаться, может, к нам на помощь кого пришлют. Но если, как ты говоришь, что там даже не чешутся, то уже смысла ждать нету. Когда приедут за нами, наши кости уже звери растащат». Кто-то точил оружие, кто-то правил на скорую руку доспех. Все готовились к завтрашнему прорыву. Наступала ночь. «Отдыхайте. Ночью я постою в карауле», – предложил я. «По ночам у меня все равно бессонница». Оставалось немного до рассвета. Еще стояла предутренняя дымка, как послышались звуки барабанов. Все уже были на ногах. «Все, прорыв отменяется», – прохрипел седоусый воин. «Что это?» – спросил я. «А что, раньше не слышал?» – удивился седоусый. «Это барабаны гоблинов. Судя по их приветственному ритму, к ним подошло подкрепление. Значит, скоро. Не заставят себя ждать». «Все по местам», – скомандовал он. «Приготовьтесь продать свои жизни подороже. Пощады не будет». Лучники засели на склонах. Тяжело вооруженные перекрыли дорогу к ущелью. Маги встали позади. «Ну вот и все на этом», – прохрипел седоусый. «Мне-то уже все равно, я свое пожил. Жалко вон мальчишку», – кивнул он в сторону одного из магов. «У него еще даже голос не сломался, писклявый, как у девчонки. Он как раз был вроде учеником мага, которого ты искал». «Может, спрячем его?» – предложил я. «Вон хотя бы пускай залезет на дерево», указывая на дерево с роскошной короной. «И не слезает оттуда ни при каких обстоятельствах. Может, и не заметят». Подсобив седоусому поднять паренька на дерево и наказав ему не выдавать своего присутствия, отправились к остальным. «Спасибо!» – раздался вслед голосок. «Тьфу!» – седоусый в сердцах сплюнул. Занял свое место и приготовился ждать вместе со всеми. Звук барабанов становился более отчетливым. Ритм поменялся. Больше стал походить на военный марш. Вот показались и гоблины. В нас полетели стрелы. Наши лучники ответили. Затем в битву вступили шаманы гоблинов, кидая ледяные копья. Наш маг отвечал им огненными шарами с интервалами в 20 секунд. Я тоже успел создать и запустить молнию. Надоев с нами возиться в перестрелке, гоблинам дали команду атаковать, и они лавиной посыпались на нас. Своим числом они продавили нашу защиту. Бой перешел из расщелины в ущелье. Теперь каждый дрался сам по себе. Опять стал ощущать какое-то легкое покалывание, которое дико раздражало. Стал замечать, что израненные и обессиленные бойцы поднимались с новыми силами. Раны у них затягивались. «Наверное, маг, который сидел на дереве, что-то колдовал», – подумал я. Но противников было много. Нас уже ничто не могло спасти. Никто не просил пощады, и никто ее не давал. Защитники падали один за другим, но забирали с собой жизни множество гоблинов. Кинув свой последний шар, разметавший кучу гоблинов, упал маг, весь истыканный стрелами и став похожим на ежа. Мимо меня промчался гоблин. В лапах он держал голову седоусого воина. Я, прислонившись спиной к дереву, делал размашистые движения мечом, стараясь не подпустить к себе гоблинов. Но они потеряли страх, они почуяли кровь и лезли под него. Поэтому после каждого моего размаха кто-то падал, уже не вставая. Кажется, я остался один.
не считая мага на дереве. Когда передо мной упал очередной наемник, пронзенный ледяным копьем, больше я никого не увидел. Все переключили свое внимание на меня. В меня летели стрелы. Шаманы и воины метали в меня свои копья. Удары сыпались со всех сторон. Я мог еще немного отсрочить свою гибель, разыграв свой последний козырь – навык поднять нежить. Опять оказался в мире мертвецов. У них было пополнение в виде гоблинов, которых зарубил днем ранее. Они повернулись ко мне. Судя по опешившим рожам гоблинов, они крайне удивились, когда я исчез у них перед глазами, и потом также появился, но уже не один, а в окружении мертвяков. Мертвецы беззвучно бросились на живых. Гоблины не понимали, что происходит, видя, как их сородичи, с виду мертвые с парочкой людей, набросились на них и испугались. Но это длилось недолго. Позади них раздался громкий голос, что-то скомандовав. С дикими воплями они кинулись на нас. Они пронзали мертвецов своими кинжалами, мечами и стрелами. Мертвецы не защищались. Убить то, что уже было мертвым, это надо было постараться. Мертвяки дрались тем же оружием, которое было у них при жизни. Без криков, без злости, без радости, без эмоций, монотонно. Но это была лишь отсрочка. Гоблинов было слишком много. Они отсекали мертвецам руки, ноги, головы, налетая на них скопом. И вдруг из кустов появилась она, сама невозмутимость. Лошадь, которая пропала в лесу, когда на меня напали гоблины. А я все гадал, что с ней случилось. А тут она, как ни в чем не бывало, стоит, что-то, а точнее кого-то дожевывает. То ли гоблина, то ли кого-то из наемников. Вот он, шанс на спасение. Мысленно подзывая лошадь, она, встрепенувшись, помчалась ко мне, опрокидывая по пути гоблинов. Пока гоблины доковыривали последних мертвяков, вскочил на лошадь. Листва на дереве, под которым я стоял, точнее сидел на лошади, зашуршала. «Ах, да, мальчишка-маг! Прыгай!» – прокричал я. «Я боюсь!» – раздался испуганный голосок. Тем временем лошадь задними копытами отправляла гоблинов, подходящих сзади, в нокаут. «Прыгай, твою мать, я поймаю! Времени нет, или нам конец!» – проорал я. Посыпалась листва, раздался хруст мелких веток и детский визг. Поймал летящего с дерева мага. Он весил всего ничего. Усадив его перед собой и пригнув, закрывая его собой, дал команду убираться отсюда. Лошадь ломанулась стрелой, сбивая и топча всех на своем пути. Так мы мчались до самого вечера. И дальше мчался бы, но магу нужен был отдых. Да и из крупа лошади торчали стрелы. Надо было их вытащить. Решил остановиться. Вряд ли нас кто нагонит. Конь развивал нехилую скорость. Остановились возле небольшого озерца, в открытой местности. Теперь меня долго в лес не затащишь. Первым делом повытаскивал стрелы из крупа лошади. Они ее, похоже, вообще не беспокоили. Из ран, оставленных стрелами, не вытекло ни кровинки. «Сейчас подлечу!» – пропищал маг и начал бормотать себе что-то под нос. Знаки на одежде начали вспыхивать и мерцать. Тут с лошадью что-то случилось. Такое ее еще ни разу не видел. Невозмутимость пропала. Она шарахнулась в сторону. Удивлен был не только я. «Простите, почему-то ничего не выходит. Ничего не понимаю», – оправдывался маг. Живот мага заурчал, он покраснел. Надо было развести костер и найти еду. В озере должна быть рыба. С этой мыслью подошел к озеру. Как только ее поймать? В голову сразу пришла идея, и магический навык «Молния» как раз имелся под это дело. Использовав этот навык, швырнул молнию в озеро. Как и ожидалось, этот браконьерский метод сработал. Рыба всплыла на поверхность. Маг внимательно посмотрел на меня. Подобрав несколько штук и почистив, потащил ее к костру. Маг замешкался. «Что такое?» «Хочу искупаться», – ответил маг. «Ну не знаю, это прям так срочно? Не уверен, что подходящее место и время». «Хочу купаться», – топнул ногой маг, надув губы и щеки. «Да что с тобой? Ведешь себя как девчонка. Если тебя кто-то утащит в темноте, пеняй на себя». Маг потопал к воде. «Если что, кричи», – крикнул вслед.
Обстругал ветки, насадил на нее рыбу и начал обжаривать, прислушиваясь к звукам с озера. Теперь настало время пораскинуть мозгами. Надо было отвезти печальную весть хозяину трактира, да и мага в город закинуть, а потом дальше решать, что делать. Скорее всего, придется возвращаться в замок и перелопатить тонну литературы. Еда готова, соли не хватает только. «Как искупался?» – спросил я, сидя на корточках, в руках держа по рыбе, поднимая глаза к подошедшему магу. «О, как давно я хотела искупаться! Жизнь бы отдала за горячую ванну, понежиться в ней!» – мечтательно пропел маг. Капюшон, который был всегда на голове, на этот раз был скинут. Чуть с корточек не упал. Паренек оказался девчонкой. Девушкой лет примерно 14-17. Картина, тыкающая на нее пальцем и кричащим на все озеро «Ты ж девчонка! Ты что, девчонка?» меня не прельщала. Не хотелось выглядеть в ее глазах дураком. «На, ешь!» – буркнул я, протягивая ветку с рыбой. Опять впал в размышление, из которого меня вывел всхлип. Девчонка-маг плакала. «Они все умерли! Все!» Больше всего на свете не переносил женских и детских слез. Почему-то чувствовал себя виноватым. Тем временем лошадь прокралась к кучке с сырой рыбой и начала чавкать. Девчонка встала, подошла к ней и начала ее гладить. Лошадь неожиданно отпрянула в сторону и, повернувшись мордой к девчонке, уставилась на нее. Глаза лошади разгорелись двумя алыми огоньками. Девушка-маг, взвизгнув, я аж подскочил на ноги, помчалась ко мне и спряталась за моей спиной. «Глаза, глаза!» – все повторяла она. «Все хорошо, у нее всегда по ночам такие глаза», – старался ее успокоить. «Никогда не видела таких глаз, тем более у лошади. Это порода такая, сиамская». «Сиамская?» «Ага, из Сиама. У них там у всех такие глаза по ночам». «А где этот Сиам?» – спросила, успокоившись, девушка-маг. «Это очень далеко, очень далеко». Все успокоились. Лошадь доела рыбу. Ну ничего, завтра утром еще наловлю. Девчонка, перестав дрожать, свернувшись клубком, легла возле костра и заснула. Накрыв ее плащом, присел неподалеку караулить и размышлять. Под утро спустился к озеру, наловил молнией еще рыбы, часть отдал лошади. Пусть уж ее ест, чем опять выкинет что-нибудь. Начал жарить рыбу. Тем временем проснулась моя спутница. «Спасибо», – сказала она, протягивая мой свернутый плащ, почему-то покраснев. «Не за что. Что, будем есть?» «Я сейчас пойду умоюсь». И помчалась к озеру. Подкрепившись, мы продолжили путь. Остаток пути мы проделали без каких-либо происшествий. Вот уже показались и стены города. Мы въехали в город.